Друзья, всем привет! Сегодня новый ролик. Качество видео будет, как всегда, на высоте. Света много. Я вчера вторую половину снял. В итоге я ее удалил, не стал монтировать, потому что выключил стабилизатор. И там от моей походки все дергалось. Да и света мало было. Ну, в общем, я не хочу такую картинку. Хотя повествование было интересное. Ладно. В общем, к нашим пирогам. Сейчас прогуляюсь и заодно сделаю кардио, и дела свои сделаю. Убьем два дела. Плюс сейчас еще нарисовалось третье у меня дело. По пути встретимся с нашим другом в Никольском парке. Он позаниматься хочет. Я-то не буду заниматься, потому что вчера на тренировке упахался нормально, и как раз грудные мышцы болят, надо немножко отдохнуть, восстановиться. Значит, что я бы хотел рассказать вам по дороге. Я бы хотел рассказать вам про ответ на вопрос подписчиков. То есть у нас мне задали в комментариях к каналу вопрос, и собственно на него я дам ответ, и мы просто порассуждаем на эту тему, и в принципе это будет более правильно, интереснее, так как ролик могут все посмотреть, а читать комментарии могут не все. Вот, а также вы сможете ответ на этот вопрос использовать для себя, то есть в своих целях спортивных, диетологических и так далее, там подобное. Но сегодня вот 16 ноября, а сегодня вечером ролик выйдет завтра, а сегодня вечером уже выйдет маленький ролик, там 9 минут, с правилами игры казаки-разбойники. Вот, и сегодня я сделаю тестовую, значит, проходочку, тестовую первую игру. И, соответственно, как и обозначал в видеороликах, у меня будут вот такие вот наклеечки. Вот такие маленькие наклеечки. Они сделаны... Ну, это не бумага, это типа ППУ, клееночка. Вот. То есть сегодня в игре будут участвовать именно такие наклейки. Сейчас мы бумажку развернем. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук именно животных, без всяких вот этих надписей и так далее. Это мы так просто расклеим их. Вот, 12 животных. Вот, то есть что нужно будет сделать? Нужно будет собрать наклейки по маршруту, по нашему сегодняшнему. Я буду сегодня показывать, куда буду клеить их. И, соответственно, правила прикреплю уже видео в описании к ролику, и там вы сможете понять, где я как вообще это делается. Вот возьмем сегодня первого, допустим, львеночка. Я дальше буду клеить, не буду показывать, но сейчас я сделаю так. Вот беру львеночка и вот здесь на заборе, на видном месте клею. Давайте не на заборе, а вот здесь в цвет. То есть я его клею. Все. Вот здесь есть львенок. И далее буду по маршруту клеить. И в первой серии сегодня я буду их показывать. Вот. Идем по улице Бердянская. Если кто не узнает, какие улицы, внимательно смотрите. На домах надписи, номер дома и так далее. Так, я что-то наступил на что-то. Вот, то есть сегодня тестовый ролик, и будем, в общем, дальше просто как обычно общаться и клеить наклейки. Так, вопрос от подписчика был следующий. Так, сейчас мы его найдем в телефоне. Я вам его зачитаю. Зачитаю, чтобы не обманывать. Так. Вот он.
Вот вопрос. Подписчица пишет: Роман, здравствуйте. Вы как человек, понимающий в спорте, подскажите, если сидеть на дефиците калорий и периодически заниматься на орбит-треке, будет ли какой-нибудь результат? Я мама в декрете, в зал нет возможности полноценно ходить, дома есть орбит-трек. Вес 82,2, рост 156. Спасибо. Ну, смотрите, мы можем вообще, во-первых, разделить на две части этот вопрос. Почему? Потому что не все знают, во-первых, что такое орбит-трек. Ну, можно, конечно, загуглить. Это, в общем, можно сказать, эллипсоид. То есть это тренажер эллипсоидного типа, на котором вы, собственно, не убивая колени, стоите и как бы ходите. Достаточно хороший тренажер, безопасный, удобный. То есть вы, не убивая колени, просто то же самое, как на улице ходите. Вот, это плюс. Второй момент. У меня возникает ответный вопрос. Если человек в декрете и у него есть ребенок, то логично предположить, с этим ребенком надо каждый день гулять. Ну, например, я гулял, супруга моя гуляла, у нас, ну, вот сколько, у меня всего 4 детей, так, а вот в последнем браке 2 детей. Ну, гуляли мы регулярно, и зимой, и летом, в любую погоду. То есть, чисто теоретически, если вы выйдете с коляской и пройдете 5-10 километров, по своим делам еще сделаете дела, то я думаю, что это будет больше пользы, чем на эллипсоиде. Почему? Потому что, когда вы идете динамично, меняя вокруг картинку, это вам интереснее. А если вы дома постоянно, да тем более, знаете, не зная ритм, скорость и так далее, там убиваете себя, мало того, что дома кислорода, конечно, маловато. Я понимаю, что да, если погода плохая там или как-то неохота на улице идти, замечательный, идеальный вариант это вот этот эллипсоид. Соответственно, выбор за вами. Хотите вы получать кислорода, то есть кислород это, во-первых, очень хороший жиросжигатель. Вы сжигаете, ну то есть намного быстрее, когда насыщаетесь кислородом, когда ваша кровь кислородное насыщение, у вас питательные вещества лучше разносятся по организму. Ну и в принципе полезно. Вот. То есть это вот ответ на первый вопрос. Второй момент. Будет ли польза? Польза будет в любом случае, если вы начинаете двигаться. Когда человек двигается, он начинает терять энергию, ну, то есть терять килокалории в том или ином виде. То есть если вы питаетесь совсем сладким и какими-то неполезными веществами, ну, продуктами, то вы их как бы тоже сжигаете. Но какой остаток они оставят в вашем организме, навредят или тогда, или ну, пользу точно не сделают. Поэтому выбирайте продукты. Следующий момент. Также вы тратите гликоген из ваших мышц. Но это только когда у вас уже, ну, из мышц, из печени, только когда у вас закончится основной запас энергии в крови, да, там, допустим. Многие вот пауэрлифтеры закидываются всегда на тренировку с сладеньким. Едят, ну и какой, значит, они профит организму дадут? Никакой. Они такие же, вот если вы видите, пауэрлифтеры все жирные, такие здоровые, огромные, с пузами, с огромными, с которого удобно жать, бросать вес там и так далее. Вот. У них никакой фигуры нет, у них кондиции никакие. А вот взять бодибилдеров или спринтеров, да, у них другие уже формы. То есть если спринтеры совсем худые, они пережигают лишние калории совсем, то бодибилдеры, они в основном, ну и мэнс-физики, ну я имею в виду вообще, кто занимается таким спортом, они в хороших кондициях, потому что у них потребление, их питание вообще, оно правильное. То есть
правильное соотношение жиров, правильное потребление углеводов. Да, опять же, не буду я углубляться далеко, но отвечая на ваш вопрос, скажу, что вам нужно для начала, вообще первостепенно для начала понять, возможно, вы вес набрали не только по принципу, что у вас была беременность, а до этого вы были очень худой, да, и вот забеременели, и потом у вас вследствие там родов, гормональных изменений и так далее произошло вот эта полнота. А я считаю полнота, потому что, ну, без обид, 157-156 роста и 82,5 килограмм, это 82,2, это очень-очень много. Очень много для такого роста. Ну, естественно, если вы мне задаете вопрос, то это не мышечная масса, а жировая масса, она тяжелее мышечной массы во много раз. Соответственно, если бы вы в таком росте имели мышечную массу, да, то у вас был бы один вид. Скорее всего, вы очень кругленькая, так сказать, мягко говоря. Вот, но сжигать, вот сколько, подумайте, сколько вы тогда, если вы долго в таком теле, сколько вы копили такой вес? Год, 2 или 3 наедали, да? То есть с учетом этого нужно и предполагать, что вы будете сжигать тоже не быстро. Хотя процесс сжигания жира в полном теле, он происходит намного быстрее, чем процесс сжигания жира у человека, который такой худенький, у него немножечко там жира на животе где-то есть, и он такой считает, что у него все плохо. Поэтому здесь мы и выходим на то, что вам нужно просто понять свое потребление калорий. Что такое потребление калорий? То есть вы должны понять, какой ваш базальный метаболизм. Это количество калорий, которые вы должны потреблять в спокойном режиме. То есть, допустим, ну, представим, что вы встали утром, проснулись, там начали делать свои дела без физической нагрузки и, грубо говоря, легли на диван и вот целый день так пролежали. То есть вы потратили немного калорий. Так, давайте вот здесь наклеечку приклеим. Здесь снейк, змея. Так, она что-то у нас не клеится. Не клеится. Ну, значит, мы ее... А, тут плохо, тут краска. Так, здесь не поклеится. Давайте мы ее вот здесь вот положим. Это одно из окошек. Ну, по антуражу поймете. Так, все, тем более уже назад я не приклею. Вот здесь будет змея лежать. Я надеюсь, видно. У вас ваше жиросжигание, оно будет быстро проходить, если вы вот будете плясать от этого метаболизма. Не в голод себя вгонять, как вы говорите, сяду на диету и в дефицит вгоню. Если вы неправильно себя вгоните в дефицит, допустим, возьмете там, резко урежете калории, организм начнет только больше запасаться. Мало того, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы воды не допиваете нужное количество. В связи с этим обмен веществ замедлен. А когда замедлен обмен веществ, у нас, соответственно, идет очень медленное жиросжигание. Ну, вообще нехотя. И начинается еще подкожная вода собираться, для того, чтобы не дать человеку высохнуть, как говорится. Поэтому воспользуйтесь самой простой, самой элементарной формулой, без знания диетологии. Я всегда этим коэффициентом пользуюсь. Это 30, число 30. Это примерно либо 30 килокалорий, либо 30 грамм воды. То есть у нас цифра X это сколько мы весим, и цифра 30 это на что мы должны умножить. То есть вам нужно понять, что вам нужно съедать в день. Давайте я на своем примере. Вот я, допустим, около 100 вешу, да, ну давайте округлим, там 94, 95, давайте 100 округлим, так легче.
человек весом 100 килограмм должен потреблять в день 3 литра воды. Жидкости. Ну, не имеется в виду там кофе. Это если вы кофе выпьете, то оно мочегонное, то есть вам надо будет больше жидкости пить, потому что вы терять начнете. То есть имеется в виду, тут баланс идет. Можно соки, можно компоты, морсы, чай и так далее. Просто дело в том, что как эти жидкости начнут оказывать на вас влияние, на ваш организм. Так. Давайте вот этого лошарика прикрепим вот сюда коричневого. Вот так вот. Вот, между домами такая штучка и лошарик. Я думаю, не отвалится. Не, крепко держится, хорошо. Ну, отклеится. Отклеится, сможет отклеить. Вот, 3 наклейки уже приклеили. Далее, у нас с вами получается 3 литра жидкости, которую нужно в день потреблять. Почему говорят везде, во всех роликах, в воду? Потому что вода, она не оказывает какого-то мочегонного действия, либо наоборот задерживающего действия. Почему не пишут минералки? Потому что там, да, минералка все-таки больше в организме задерживает воду. То есть для того, чтобы баланс солевой, баланс клетки был в норме и организм работал ровненько, соответственно, приводит в пример воду. А дальше вы же сами там думаете, вы сока попьете побольше, либо там где-то кофе попьете кружечку, либо там воды 3 литра и так далее. Разжевывать тут смысла нету. Надо это более детально, глубоко рассматривать тему, ваш организм, восприятие и вообще здоровость организма, почек, там, мочевой системы, там, вообще в общем все. Вот. И второй момент, это тот же самый вес мы 100 умножаем на 30 килокалорий. То есть 3000 килокалорий человеку весом в 100 килограмм нужно потреблять в день для того, чтобы это его был примерный базальный метаболизм. Конечно же, там есть коэффициенты, по которым человек делится на спортсмена, не спортсмена. У него там в течение, вот у тяжелоатлетов, у меня, допустим, в течение нескольких суток может калорий тратиться усиленно, потому что у меня уже тренированность, восстановление мышц и так далее, оно требует очень много энергии, соответственно, трата калорий выше. Ну, в общем, средний показатель как раз и вот он и есть 30. То есть без учета всяких там сложностей с подсчетом. Это, знаете, когда вы начнете уже в системе быть вот в этой в калорийной, тогда вы сами уже более детально изучите вопрос и поймете, что там, ну, у меня там, допустим, коэффициент 1,2, а у нетренированного человека 0,8. Там, да, у полного человека, допустим, 0,8. То есть на 30 умножить там, да, и умножить на вес. Следовательно, дальше у нас и так и будет рассчитываться. И вот эти калории надо считать. И вот о том, что вы сказали дефицит. Дефицит — это значит, вы себя в чем-то ограничиваете. Но на самом деле дефицит — это создание предпосылок для того, чтобы вы получали необходимое количество калорий, но тратили другие калории из жировых депо. Как это сделать? Вот вы меня спросили про арбитрек. Пожалуйста, занимайтесь на арбитреке. Но я вам не советую сейчас, в данный момент, сокращать что-то в питании. Я вас прошу выровнять питание по отношению к более-менее здоровым продуктам. Чтобы продукты ваши были правильные по БЖУ. Белки, жиры, углеводы и состав и вашей пищи был более-менее здоровый. Вот. Тогда вы посчитаете, что вы потребляете нужное количество килокалорий. Вот согласно этой формуле начните записывать, начните взвешивать, возьмите весы. Вот я за столько лет, я уже привык, уже автоматически в голове весы подсчета, да. Сколько чего съел, раз скалькулировал, раз съел, скалькулировал. Я уже понимаю, когда что-то лишнее съедаю, что мне там вот это час-два отработки надо будет, чтобы сжечь эти калории. Там мороженку съел, 1,5 часа походи. Но это уже когда в форме. Вот. А с другой стороны,
С другой стороны, вам нужно просто все начать считать. Все калории, все воду потребляемую. И просто не сокращайте. Не надо себя загонять в этот, как вы в декрете, да, еще один декрет. Просто берите правильное питание и занимайтесь на орбитреке на этом. Начните хотя бы регулярность. Создайте регулярность. То есть первое правило — создать регулярность. То есть у вас, допустим, раз в день по полчасика. Там сожгете вы за эти полчаса примерно, может быть, там, ну, 200-300 калорий, да, ну, что это такое. Потом начнете уже понимать, когда вы будете уже регулярно заниматься, вы можете увеличить это время до часа в день. Если у вас будет это получаться уже там месяц, два, три, то вы сами для себя сделаете вывод, и у вас будет норма потребления других вредных, ну, как сказать, вредных, неполезных продуктов, которые сверхкалорийные. У вас, вы будете себя ругать за это. Сами начнете. Просто, допустим, вот возьмете вы булку хлеба, там, 100-граммовую, к примеру, булочку хлеба, или какую-нибудь ватрушку, в которой будет 400 калорий, да, и вы думаете, блин, так я сегодня час бегала за счет этих 400, ну, ходила на орбитреке, чтобы сжечь эти 400 калорий. И я сейчас просто возьму и за 3 минуты съем этот, как его, бублик. Так, мне откуда-то кто-то кричит, но я не пойму откуда. Где-то Павел наш сидит, только я не слышу его, не вижу. А может, не мне. Ладно, мы с вами тогда, знаете что, наклеим наклеечку. Вот, зайчика вот такого, маленького зайчика. Мы его наклеим на столбе. Вот такой зайчик. Я не знаю, детки увидят. Если глазастые детки, то увидят. Да, я приклеил, конечно, в нужном месте. Вот такой зайчик. Вот такой вот парапет здесь обгаженный. Вот. Ладно, идем дальше. Сейчас будем звонить тогда Павлу, где он есть. Короче, я думаю, все понятно. Здесь вам не буду расписывать подробно. Конечно же, есть различные заболевания, там, заболевания щитовидной железы, когда очень мало тироидных гормонов, которые, собственно, являются в нашем организме жиросжигающими, очень сильно жиросжигающими. Вам нужно там сдать на гормоны, проверить, во-первых, ее. Обычно здоровых щитовидной железы сейчас ни у кого нету. В России тем более, потому что в нашем климате мало очень витамин, во-первых, йода недостаток, и солнца недостаток, да, все проблемы там и с витамином Е, и D витамин там и так далее, тому подобное. Поэтому, скорее всего, щитовидная уже плохо работает, особенно после родов, это 100% вариант. Вот. Дальше, если нормально, значит, вы сможете привести себя в порядок. Если вы уже долгое время в таком весе, значит, у вас 100% щитовидная железа проблема. Если вы двигаетесь мало, то это одно дело. А если вы много двигаетесь и все равно не худеете, значит, проблема все-таки серьезная. Вот. Поэтому сдайте на гормоны. Это один раз всего лишь. Вы зато поймете, в чем проблема. Его точно нужно в нужном направлении начнем работать. И все. И все в дальнейшем у вас наладится. Будет прекрасное самочувствие, состояние кожи, цвет лица. Там вы в тонусе будете постоянно. Дальше будете двигаться больше и чувствовать себя всегда лучше. Вот. Так что я призываю вас к тому, чтобы сдать анализы, а потом уже начать какую-то нагрузку, потому что иногда, знаете, нагрузки не противопоказаны, но люди, которые пытаются достигнуть результата, слишком резко, рьяно приступают к этим нагрузкам и могут что-то пошатнуть, что-то качнуть в организме не в ту сторону, и дальше будет, может быть, разный непредсказуемый результат. Соответственно, сдавайте анализ и погнали работать над увеличением ваших показателей потихонечку, не ограничивая пока в питании. Просто выстроите правильно.
Да, вот в режиме качественной съемки и такой вот максимальное качество, ну, наверное, практически, не практически максимального, еще 10 бит не выставлено, но там вообще просто ролики будут бешеные. Ладно, думаю, сегодня большие тоже ролики будут, монтировать долго. В общем, бог с ним. Аккумулятор, правда, садится быстро, но у меня второй есть, мне хватит. Я больше часа не буду снимать, наверное. В общем, не встретился я с Павлом, но значит, у нас есть время еще с вами поговорить. Вот. Ну, я, конечно, надеюсь, что, в принципе, я уже дал развернутый ответ на вопрос. Конечно, подробно я не буду расписывать, потому что это уже индивидуальные, так сказать, консультация. Это она так не дается, во-первых. Вот когда вы там возьмете себе тренера, диетолога и так далее, первым делом профессиональный тренер и диетолог направит вас на исследование анализов. Для того, чтобы работать с человеком и понять, в каком состоянии находится его гормональная система. Потому что от этого зависит очень многое. Вообще скорость жиросжигания, состояние ваших органов, да, всего, и чтобы не сделать хуже при воздействии на человека. Почему вот говорят, что когда, ну, в больницу вы ложитесь на какую-то операцию, еще что-то там, да, у вас, соответственно, берут анализы, да, ну, те анализы, чтобы вас показать увидеть противопоказания той или иной того или иного воздействия медикаментозного там, да, либо после операции еще что-то. Значит, поэтому вот если вы серьезно задумались над тем, хотите вы там похудеть или набрать вес, да, тренировочный, либо вообще заняться каким-либо видом спорта, да, вы должны быть абсолютно здоровым, чтобы не навредить, лишний раз не навредить там, суставам, внутренним органам и так далее. Ну, мы люди, у нас очень сложный организм вообще, в принципе. И навредить любому органу очень легко, а если один будет плохо работать, то там может быть взаимосвязь. Вот, к примеру, да, кто-то захочет заниматься бегом. Ну, просто он встанет и говорит: так, все, я вешу очень много и начну сейчас бегать. Это критично будет неверное решение. Почему? Потому что у него почему-то в голове застоявшаяся информация, что надо сильно сжигать калории, надо срочно это все. Вместо того, чтобы начать с простого, хотя бы выстроить, почему он набрал вес, да? Просто неправильно питается. То есть выстроить план питания, по которому он уберет все лишнее, все гадкое из своего рациона и уже создаст дефицит калорий, понимаете? То есть если он будет съедать, ну, не говорю, что питаться там яблоками, травой там, да, и так далее. Есть полезные продукты. В интернете очень много информации, каналов, которые рассказывают о полезных продуктах, полезном, правильном питании. Вот, продуктов-то полезных много. Знаете, вот я, допустим, питаюсь по принципу без упаковки. Ну, в смысле, без упаковки, то есть все, что консервированное, вот это запакованное, вот, редко стараюсь просто убрать из своего рациона, потому что понимаю, что там консерванты, там загустители, там красители, там то, там все. Короче, гадости еще помимо того, что продукт долго лежит уже, да, не свежий, не живой, так сказать. Там уже этого всего химии добавлено огромное количество. Вот. Соответственно, я по этому принципу просто иду в магазин и смотрю на полки. У меня первый критерий не, то есть правильности продукта, не полезности, а правильности. Это вот все, что без запаковки. То есть вы увидели запакованное, ну, значит, это уже что-то не то, нездоровое. Там
ни один уважающий себя завод-производитель не будет использовать правильный метод. То есть он всегда положит туда консервант, который удлинит срок реализации его продукта. Соответственно, принесет больше прибыльности ему. Ему же не интересно, там, допустим, выпустить какой-то продукт, который хранится всего 5 дней, а потом принимать возврат. С ним не будут сети работать, потому что сетям выгодно, что им тоже заморачиваться, знаете, принял продукт, и его сразу же надо быстро реализовать, либо назад возвращать. А это все упаковка, это все тара, это все зарплата, это свет и так далее, аренда и так далее и тому подобное. Сами понимаете, все. Не это. Одно дело, конечно, вы с войска взяли где-то, там человек минимальным вложением, ну, я так в кавычках минимально, потому что надо вырастить это все, он сразу продает напрямую вам. То есть у него тоже задача реализовать быстрее, больше, лучше, там, да, но он не объемом продает, а качеством. Поэтому, возможно, и дороже. Вот, ну просто возьмите за принцип, зашли в магазин, смотрите все, что свежее, все, что должно, так сказать, без минимальных обработок. Даже вот я скажу так, ну если хотите уж мясо берете, да, там упакованное, оно у них вроде как охлажденное, но все равно же там есть консервант. Он без вкуса, без цвета, без запаха. Вы даже не отличите его от обычной курицы, да. Вот возьмете, ну там у кого-то с рук, да, и в магазине. Не отличите абсолютно. Вот поверьте мне. Отличит только ваш организм со временем, когда это будет накопительный эффект и воздействие на какой-то определенный орган. Вот. Это с учетом того, что наш организм еще излечивается. Он излечивается, постоянно убивает клетки там мертвые, все что угодно. Но все равно вы получаете дозу каких-то вредностей. Так, ребят, сейчас мы наклеим наклейку попугая на знаете куда? Вот на эту трубу. Вот на эту трубу. Вот так вот. Вот. Если не отклеится, не должно отклеиться. Вот. Вот. Второй момент. Старайтесь все сами готовить. Мы, конечно же, хотим сэкономить время, где-то взять с фастфудика, перекусить, где-то еще что-то. Но поймите, что очень фастфудом все равно дороже питаться, чем здоровым питанием. Вы вот раз в месяц, да, я считаю, люди, кто смотрит канал, ну, можете там пиццу заказать, там чипсы покупать, может быть, где-то там суши, роллы, еще и так далее. Но вот возьмите, подсчитайте, сколько в месяц у вас. Просто чисто для интереса, не отказывайтесь от этого. Просто попробуйте статистику провести. Сколько вы раз это покупаете в каждом месяце. И я уверен, там наберется приличная сумма. Ну, то есть 3-4 тысячи рублей точно на это потратится. Ну, на эти деньги можно купить приличное количество красной рыбы, например. Вот, вы можете взять на 1,5, ну, там сколько, я последний раз брал, на 2500, почти 2 килограмма форели. Либо засолите ее, либо сварите суп из нее, либо еще что-то. Маленькими кусочками можно, не обязательно объедаться, там, да, по 100-200 грамм в день съедать, это уже полезно. Да, дорого, где-то есть дешевле. Подписчики на севере, наверное, там дешевле рыба как-то стоит. Можно более дешевую рыбу взять, красную горбушу, можно белую рыбу взять. То есть полезный продукт, очень вкусный. Из него очень много всяких полезных блюд можно приготовить. Вот. Ну, фастфуды. Знаете, почему мы хотим? Из-за того, что мозг хочет. Не мы, а мозг. Мозг, он не выбирает полезность. Это когда мы осознаем это. А мозг просто хочет слопать, потому что
в какой-то момент жизни его обманули. Он не знал, что там содержатся усилители вкуса мощнейшие, которые вас и подстегивают потом съесть более насыщенную пищу. Понимаете, мозгу дали туда такой эйфорический удар, что это прям вообще великолепный вкус. И только когда человек облопается, он уже понимает, что его тошнит от этого. Но раз от раза вам становится всегда хуже. Почему? Потому что дофаминовые рецепторы уже нарушены. Они просят такой же яркий вкус, а его уже нету. Вот, вы уже не получаете удовольствие от такого вкуса, потому что так, да пойдемте под доской. Потому что другие продукты, которые натуральные, они не имеют такой выраженный вкус, яркий. Вот так вот. То есть, если вы съедаете там обычную рыбу красную, там, да, еще что-то там, да, у вас не будет таких впечатлений. Мозг, на самом деле, у нас не так уж и много потребляет вот всей еды из всего, да, но он любит очень вкусную еду, очень калорийную, вкусную, жирную еду, углеводистую. Вот, он это любит. Ему белки-то эти, что вы будете ползать, таскать его, что вы будете ходить в спортивном теле и таскать его, ему без разницы. Вот. Поэтому мы сознательной частью только мозга понимаем, что нам нужно выглядеть достойно, у нас чтобы были хорошие кондиции, красивый внешний вид, потому что мы думаем это социальной частью мозга, мы социализированы. И для того, чтобы, ну, как бы сказать, вас не тыкали пальцем и не говорили: жир это некрасиво, мы стараемся как-то привести себя в порядок. Вот. Я опять же повторюсь, ребят, не надо резко начинать какие-то тренировки, прям вот жестко, как, знаете, как казахи скажут, жестко она, вот так вот. И просто потихонечку, вы таким образом и стресс мозгу не даете. И ставите себе соответствующий параметр, по которому вы снижаете калорийность до необходимого уровня. Как только у вас будет выстроен план питания и ваша метаболическая, так сказать, калорийность, в дальнейшем вы сможете уже так, попугайчик еще один. Так, здесь дверь чья-то. Ага. Ну, ничего страшного, зеленый, не сильно заметно будет. Вот так вот. Выстроив калорийность, план питания, вы сможете уже дальше видеть результат. Понимаете, уже начнете. А дальше вы просто будете больше и больше. Только люди, которые садятся на диету, только подготовка к соревнованиям, это очень короткий период времени. Это примерно неделю, 2-3, месяц максимум вообще. Потому что если вы стрессанете и вгоните себя вот в этот дефицит калорий, поверьте, ни одна диета не работает. Все люди просто потом набирают вес. Набирают жестко этот вес и еще больше, и еще хуже, едят все подряд, метелят и вообще. Вот. Вот я вам скажу второй лайфхак. Первый, это значит, заходите в магазин, это выбираете продукты, которые не запакованы, которые натуральные, свежие. Старайтесь, по крайней мере, найти такие. Читайте упаковки, срок годности, даты, состав и так далее. Не ленитесь. Вы покупаете то, что вы в себя будете поглощать. А тем более кормить детей еще. А молодые мамы еще тоже выдают молоко и так далее. То есть смотрите за своим питанием. И второй момент, где мой лайфхак,
периодическое голодание. Ну, слово голодание можете не использовать, потому что вообще на самом деле я бы все диеты называл голоданием. То есть человек начинает голодать. Когда голодает, это не очень хорошо. А вот периодическое голодание, оно как раз и приводит к систематическим действиям. То есть вы просто ограничиваете свои часы потребления питания и все. То есть, смотрите, по времени легче себя ограничить. Ну, причем сделайте так, что у вас, например, ну, там, 8 часов вы уже спите, да? 8 часов вы когда, ну, там, кто 7 спит, кто 8, вы уже столько времени не едите. А у нас ночью основные процессы жиросжигания происходят. Потом возьмите там, кто-то утром любит завтракать, кто-то не любит. Я, например, не люблю завтракать уже много лет. Организм просыпается, я лучше воды побольше попью. Но там 3-4 часа с утра и до сна там 3-4 часа. Вот, пожалуйста, у вас уже огромное количество выделяется в сутки. Начните с плана 12-12. То есть 12 часов вы пищу не принимаете, у вас очищается от токсинов весь кишечный тракт, и 12 часов вы принимаете пищу. Вот. То есть, соответственно, логика такая, что вам нужно пожить в таком режиме какое-то время, а дальше у вас автоматически вы уже приучитесь, вы сами не заметите, как вы перейдете на 14 часов голодания, на 16 часов, там иногда будет получаться и по 18, и прекрасно себя будете чувствовать, знаете, не будет у вас проблем в том, что вы там резко хотите покушать и прям начнете срываться. Вот. Так, нам надо в банк, а я уже забыл, где мы. Куда надо пройти? Вот. То есть вы выровняете таким образом по часами, вы выровняете свое питание. И в этом случае вам не надо будет думать, а сколько раз поесть, а когда поесть, а какое количество еды. Вы просто не сможете больше съесть. Вот в эти 8 часов, там, я рассматриваю 16,8. В эти 8 часов вы будете съедать там, ну, всего 2 приема пищи, допустим. Вообще рекомендуется через каждые там 4-6 часов кушать прием пищи, то есть принимать. И, соответственно, в этот момент у вас пища вся будет перевариваться, вы работать, ну, не на горшок будете, грубо говоря, а если еще будете полезные продукты кушать, то вам не захочется просто есть. То есть вот это, знаете, перебор с калориями, перебор с приемом бывает из-за того, что люди постоянно что-то в себя закидывают. Там печенюшка, там еще что-то. Но фактически я считаю, что люди чаще всего ищут себе оправдания. Первое, у меня нет времени на это. То есть у него желание есть быть как мистер Олимпия, красивое тело, все суперски, да, но не прикладывать никакие усилия. То есть поэтому он придумает идеальное оправдание: у меня нет времени. Времени нету в туалет сходить, времени нету на покушать, или времени нет еще на что. Или вот у вас прям получается, что все 99% времени, когда у вас занимают там ваши друзья, родственники, близкие, работа и так далее, да не поверю. Все равно у вас есть время полежать на диванчике 30, 40, 50 минут, час, бывает по 2 валяются, по 3 часа и ничего не делают, просто в телефоне копаются. Телевизор смотрят, сериалы смотрят, еще что-то смотрят. Не поверю. Отговорки. Вот. Второй момент. Люди придумывают себе оправдание, что у нас нет денег. Есть альтернатива, и здоровое питание, оно не так дорого стоит, как вы бы себе подумали, чем те люди, которые питаются гадостью из магазинов. Поэтому они закидывают в себя все подряд, абсолютно все подряд. И, ну, в общем, есть такая поговорка: что ты ешь, так ты и выглядишь. Вот. Здесь отговорок не может быть никаких. Поэтому выбирайте эти отговорки, и будет вам счастье.
Итак, друзья, мы наклейки уже 6 штук расклеили. Еще осталось 6. Я сегодня сделал 12. Вот. И, значит, можно так сказать, что в этом видео оно начинает, начинается конкурс, игра. Вам надо собрать 12 разбойников. Вот. 12 разбойников для того, чтобы выиграть меня в этой игре. Я тогда вам всем, кто предоставит фото, скину на телефон денег. То есть без проблем. Вот. Почти дошли мы до банка. Осталось совсем немножко. И на улице, кстати, сегодня очень тепло. 11 градусов, а прям реально тепло. Ну, так сказал мне Яндекс колонка. Хотя вот люди ходят даже в свитерах, в кофточках, ничего. Расстегнутый кто-то. Но я не буду расстегнут, потому что я вроде как кардио, я немножечко так вспотел, иду. Даже вот в таком режиме вот подписчикам ходить, это уже сжигание калорий. Сжигание калорий идет в тот момент, когда вы движетесь. Вот, например, шаг отличается от бега, я уже говорил, чем, да? То есть, когда вы бегаете, конечно, ваша пульсовая зона, она повыше будет, но количество калорий сожженных будет незначительно. Незначительно почему? Потому что очень много воды будете терять. Ну и дополнительно будете убивать свои колени, конечно же. Если вы тем более с большой массой начнете это делать, бег, да, вы еще больше убьете свои колени, потому что первый момент, вы никогда не бегали. Второй момент, ваш организм, ваше тело, ваши колени тем более не подготовлены к такой сильной ударной нагрузке. То есть, представляете, да, какая масса. Бегуны-то они худые все, и то у них колени убитые. А вы с такой массой будете бегать, конечно же, вы моментально убьете колени, ноги начнут болеть. И через несколько дней вы просто откажетесь от этой затеи и так никогда не похудеете. А ходить, пожалуйста, можете быстрым шагом ходить, можете медленно. Вот видите, девушка, раз, топ-топ-топ бежит, но что-то лопает сладенько. Вот. И, соответственно, она сжигает калории, тут же их наедает. Так что она не похудеет. Ну, как бы все равно, видите, немножко двигается, в форму приходит, у него такие розовые щечки были. Так что я вам рекомендую все-таки заниматься спортом, именно ходьбой. 2 часа подышать кислородом, походить, очень полезно будет. И таким образом вы и сожгете достаточное количество калорий. Ну, смотрите, за 2 часа вы сожгете примерно там от 600 до 800 калорий. Если будете быстро идти, то быстрый шаг, он больше сжигает, чем бег. Посмотрите на этих вот женщин, которые вот эти, знаете, спортивная ходьба. Блин, они худые, пипец, они все в форме, у них ягодицы подкачаны, голень красивая, они все фигуристые. Так потому что они вместо бега, они ходят, у них двигается именно правильное тело, ноги без ударной нагрузки. Они до старости могут ходить, и у них проблем не будет с ногами. Ни с костным, ни со спиной, ни с ногами, ни с чем. И они вот почти по 1000 калорий сжигают за раз. Вот. Вы просто не поверите, насколько вы себя хорошо начнете чувствовать, если сожгете все, что вы годами просто набрали. Возьмите математику, посчитайте. Я в день сжигаю, у меня прям правило сжигать 1000 калорий. Как это сделать? Ходить. Сколько я сжигаю? 300, 400, 500. Оденьте часы, кардио часы, любые вообще, фитнес-браслеты. Они по шагам вам посчитают, сколько вы сожгете. Вот. Посчитайте базальный.
если вы будете питаться в уровне базального метаболизма и просто ходить, то вот эти калории, которые вы сжигаете на фитнес-браслете и так далее, это будет показатель вашей тренировки, сколько вы сожгли в день калорий или сколько вы не доели. Зачем лишать себя питания, если вы там уменьшите свое питание, там, допустим, на 500 калорий или на 1000 калорий, то в сутки вы себя ведете в небольшой голод. И с каждым днем все больше и больше голода, будет стресс. А так вы прошли 2,5 часа, получили профит, замерили, там 1000 калорий сожгли, 800, начните с 600. И, соответственно, это у вас уже будет ваш стимул и похудение. Вот. И никаких проблем со здоровьем. Соответственно, у вас будет вы всегда будете в тонусе, вы всегда будете дышать кислородом. Да я не поверю, что вы сидите 24 часа дома, никуда не ходите, ничем не занимаетесь, не двигаетесь. Вот находили там свои калории. Вот и ваш фитнес будет каждый день. Пошли в магазин, пошли пешком, не прыгайте в машину, не ездите вы туда. Если у вас там туда-сюда 1,5-2 километра, ну пройдитесь вы пешком, прогуляйтесь, подышите воздухом, попробуйте поговорить с кем-то по телефону, там, я не знаю, просто поговорите на диктофон для того, чтобы там отработать навыки общения, просто подумайте, составьте план для себя какой-то. Просто очень это легко делать, на самом деле ничего сложного нету. Вы таким образом почувствуете через некоторое время, насколько это принесет вам пользу. Вот. Поэтому вот вам мои рекомендации. Я сейчас в банк делать дела, и тогда на обратном пути, если еще будет светло, мы тогда с вами еще пообщаемся, выберем какую-нибудь тему для общения и, соответственно, будем дальше расклеивать наклейки. Я буду пока показывать, где я буду клеить, чтобы не было сюрпризов, чтобы вы не лазили, знаете, подозрительно по разным местам. И у вас, ну, у людей вокруг не складывалось ощущение, что кто-то ищет закладку. Знаете, это такие вещи, конечно, жесть. Ну, не смешно на самом деле, потому что это очень такой, очень сложный вопрос в нашем мире. И, к сожалению, дети стали очень сильно подвержены этому раку нашего времени. Вот, хотя они были во все времена, наркотики эти, да, разные. Но сейчас это доступно, сейчас это дешево, сейчас это синтетика, сейчас это очень опасно, и они очень мощные. Ну, кстати, давайте по этой теме и поговорим. Я вам немножечко раскрою глаза, расскажу, что это такое, как производится, где, как и так далее. То есть смотрю тоже и даркнетовские видео, смотрю всякие, и интересуюсь этой темой подробно, потому что мне, как анализатору этого мира, я люблю анализировать все. Очень интересно изучать всякие вещи, которые могут тем или иным способом, негативно или позитивно, повлиять на мою семью, на мою жизнь, жизнь моих детей. И мне хочется с этим поделиться с вами, дорогие друзья, и рассказать больше, чтобы вы тоже были в курсе. Знаете, может быть, посмотрят не все и послушают не все, но кто-то все равно примет эту информацию и будет вооружен, как говорится. Вооружен, значит, защищен от последствий. Ну, а дальше уже с этим будет легче работать и планировать вашу жизнь по спорту, по питанию, по всему, что есть вокруг. Вот. Ладно, в банк и дальше играем и обсуждаем тему. Итак, друзья, вышли мы, короче, из банка, решили все свои вопросы, отправили заявление куда надо и ждем результата. Ну, надеюсь, все нормально, там закроют. Сейчас подробнее еще расскажу про этот момент. И вот хотел сразу показать, на всякий случай, может кому-то пригодится. Здесь в центре, где магазин «Светофор», есть недвижимость. Я так понимаю, вот это кирпичное строение, оно в плачевном состоянии, но оно зато трехэтажное. И вот такой цоколь небольшой, достаточно большой площади. И цена 3 миллиона рублей.
номер 8 918 47 77 588. Если кого заинтересовало, звоните. Но единственное, здесь центр, здесь одни магазины. Возможно, кому-то нужно для бизнеса, поэтому, наверное, нормальное место, только придется вложить еще 3 миллиона минимум для того, чтобы запустить и, по крайней мере, хотя бы привести в какой-то божеский вид. Вот. А по нашей теме, которая со счетами, ну, я всегда считаю так: для того, чтобы правильно выполнять свои должностные инструкции, сотрудники того или иного органа государственного должны относиться ответственно к своей работе. Вот смотрите, ситуация следующего характера. Получается, когда у меня были аресты на счета по вопросу алиментов на первого ребенка, и, соответственно, аресты накладывали на все банки. Я тогда закрывал полностью все продукты для того, чтобы, ну, понятное дело, ими не пользоваться. Или кто-то нечаянно взял, не перевел мне деньги, которые будут полностью списаны. Вот. И получается следующим образом, значит, аресты-то были наложены, это хорошо, ладно. Я, соответственно, на один счет, который был арестован, да, вносил ежемесячно сумму, и она списывалась в счет судебных приставов для погашения, частичного погашения алиментов, ну, там, алиментной задолженности, как это называется. Вот. Ну и я там мониторил сумму остатка на сайте госуслуги. Они, правда, не всегда корректно там это все фиксировали, но потом исправляли, вроде там более-менее плюс-минус. Вот. Итога дочке там 18 лет исполнилось, и, соответственно, автоматически как-то они там это то ли сняли, то ли еще что-то, ну, непонятно, что произошло. В общем, пришло уведомление, что о снятии. Мне пришло уведомление, но сотрудник банка, сотрудник ФССП тоже должен, ФССП, правильно, судебный, да, ФССП должен был отправить информацию в банке, в который он подавал или она подавала заявление, для того, чтобы эти все аресты были аннулированы, сняты. Ну вот сейчас мы открывали счета, и они на самом деле до сих пор там были старые древние аресты, вклады под арестом. Почему с них списание не произошло, не знаю. И денег там какие-то копейки были, но все равно они же должны были списаться, по идее. И закрыть нельзя было мне столько лет их, они просто болтались. И ничего, короче, нельзя с ними сделать. Вот так вот. Заблокировано, короче. Ну, сейчас вроде как она запрос сделала, увидела, что в ФССП нет никаких арестов, запросов и так далее. И, в общем, мы заявление сделали на закрытие. Вот. Других продуктов во всех банках уже давно все позакрывал. Ну и, во-первых, меньше всяких продуктов банковских, во-вторых, и проблем меньше с выписки сделать, там, по инвалидности справки собирать и так далее и тому подобное. Вот. Но если вы меня там спросите по вопросу, там, ну, у вас, наверное, возникнут вопросы по поводу того, там, как там с алиментами, то все, там, что не успел доплатить. Ну да, там не успел я немножко доплатить, но, знаете, я всегда, я человек достаточно честный в этом плане. И не отказываюсь ни от каких своих родительских обязательств, которые буду дальше выполнять. Ну, сейчас момент такой, просто у меня вроде бы с дочкой потихонечку налаживаются отношения. Ну, это не причина тому, что у меня просто появилась возможность как-то в нее вкладываться, сделать ее образование лучше и так далее и тому подобное. Сейчас пока что занимаемся там ну и так далее. В нее тоже буду вкладывать понемножечку. Вот. Конечно, ребенок с инвалидностью имеет множество проблем, которые, соответственно, требуют немалых вложений, но и дети это все равно должны дополучать от своих родителей. И, ну, тем более у меня с дочкой было прошлое, и, ну, сам сына-то я не видел, а дочку я видел. И надеюсь, все наладится. Я не буду там становиться супер отцом каким-то и так далее, но
по крайней мере, общаться надо. И вкладывать в нее тоже надо. Так, клеим собачку. Вот сюда стик. Оп, такая красивая собачка. Вот такие красивые ворота, кто заметит. Кстати, продается недвижимость еще тоже на всякий случай людям. Вот. Осталось у нас 5 наклеек. Ну, до дома, я думаю, расклеим. Одну сразу скажу, где-нибудь наклею на набережной. Так, ладно, вас, я не знаю, я задавал вопрос, комментариев не было, конечно, никто не интересуется по поводу там жизни и так далее. Могу там где-то в отдельных роликах рассказать. Не хочется в эту тему лезть глубоко, потому что это, ну, наверное, не просто такая поверхностная для всех людей, это такая больше и личная тема, в которой любой человек всегда переживает. Но, знаете, с годами все равно шиповничек тоже хороший. С годами в любом случае у человека меняется и мировоззрение, и взгляды на ту или иную ситуацию по тому или иному вопросу. Вот. Считать себя виноватым, винить себя в чем-то, это глубоко неправильно. Потому что таким образом вы съедаете свой внутренний мир, свою психологию и вообще, в принципе, рвение в этой жизни делать что-то либо полезное, да, вместо того, чтобы там пройти какие-то года, да, потерять их, конечно, наверное, по отношению друг к другу, между там детьми и так далее, но в какой-то определенный момент сделать что-то большее, вернуться, уже не просто, да, там задобрить или что-то, а стать сильным и вернуться и помогать. То есть вот это совсем другое. Это немножко из другого вида психологии. Знаете, когда один будет сидеть ныть и ждать, да, что вот у меня не получилось, то все, там, это. Ну и в итоге совсем на ситуацию забьет, бросит и не будет никак действовать. А другой человек за это время излечится, построит свою жизнь, восстановится, да, и всегда будет считать, что какие бы ни были отношения там между предыдущими там людьми, браками, так. Поменял аккумулятор, извиняюсь за резкий обрыв спича. Сел аккумулятор совсем. Быстро тратится в этом режиме. Так, вот тут Лиман уже. Московская улица с пересечением с Победы. Блин, по Победе идти, сейчас она шумная. Пойдемте туда, в ту сторону, Московской. И уже ближе к нашим улицам, где тишина, где мы можем нормально поговорить. Вот какой-то дом, то есть заброшенный, наверное. Что-то непонятно, живут, не живут. 43-й. 43-й, вот тут какая-то лавочка непонятная. Что это такое? Ну, это брошка. Или снесли, будут строить что-то потом. Вот. Улица Московская, напротив дом 36/1. Давайте я на этой улице где-нибудь наклеечку липану. Так, сейчас мы ее отклеим и наклеим где-нибудь вот здесь номер дома, и вот здесь вот наклеим вот такую собачучку, вот такую собачку, прикольно. Вот. Ладно, я не буду там глубоко погружаться в тему. В общем, просто хочу сказать, что, друзья, никогда не бросайте свою родную кровь. То есть, ну, фактически бывает два варианта. Да, либо вы вообще бросили насовсем, либо вы расстались на время. То есть расстаться можно на время. Опять же, если на то есть обстоятельства различного рода. Жизненные обстоятельства, связанные с какими-то психологическими устоями, физиологией, здоровьем,
То есть психическое здоровье это тоже здоровье, ребят, потому что если человек психически не здоров, то вот особенно, знаете, в момент, когда брак... Ух ты, опасно. Опасно. Под проводами иду. То когда люди расстаются, если они друг для друга дороги, или один другого очень сильно дорожит, да, но так происходит. Так происходит, и получается, что они расстаются, и в итоге страдают, конечно же, только дети. Дети страдают, родители, соответственно, не всегда это понимают. Вот. Поэтому здесь суть вывода такова, что дети тоже не всегда потом понимают, почему там один из родителей ушел, второй не общается и так далее и тому подобное. Вообще эта тема очень такая тяжелая достаточно, очень сложная. У меня в жизни было 2 развода, один из них первый, конечно, он очень тяжелый был, который очень морально сильно перевернул мое мировоззрение, поменял меня как человека. То есть вместо того, чтобы стать там хуже, да, там уйти в горячку там и так далее, было время когда-то, я начал восстанавливаться, в том числе и через спорт. И главное, что произошло переосознание всего мира. Вообще, в принципе, мое мировоззрение сильно перевернулось. И потребовалось очень много лет. И я до сих пор меняюсь. Уже второй брак, там я даже не планировал ничего. Вообще, кому интересно будет, расскажу подробнее. Там свою сторону, как у меня все это было. Понятно, что там кто-то с другой стороны слышал и видел. Ладно, сейчас я не буду это обсуждать. Вот, мы хотели поговорить про другое, про то, что как бы мы не заботились про детей, нужно помнить о том, что другая сторона, так сказать, темная, она прогрессирует и пытается, и тоже делает универсальные способы для того, чтобы убить человека, поработить его, сделать каким-то... Солнышко. Прямо смотрите, вышло вообще солнце, небо чистое, блин. И опять же повторюсь, переменная облачность, это, конечно, здесь красота. Мне уже жарко. Я иду, мне жарко в куртке, в майке. Я не тороплюсь, потихонечку иду, прогуливаюсь. И терпимо пока, знаете, нормально. Просто мне хочется в туалет. Но я до дома дойду, ничего. Короче, вот тут какой-то еще домик Советов и Одесская. Мы здесь поворачивали, пришли. Вон шаурма, вот этот шашлычок. Вот здесь мы повернули, тогда шли к банку. Вот. А здесь вот какой-то домик, кусочек или часть дома. То ли закрыто, то ли продается. Вот он, зеленый забор. Потому что это другие владельцы. Вот. Так вот, тема наркомании, она очень такая, для некоторых людей, знаете, они как бы думают, меня не коснулось, да, и я как бы об этом знать ничего не хочу. Это всего лишь вопрос времени. Как, когда и что. Всякое бывает. Не надо забывать о том, что мы единые в этом мире. Все практически одинаковые. Едим одни и те же продукты. Живем на земле. И когда в вашего ребенка попадет то или иное вещество, вы тоже не знаете. Поэтому подкованным быть тоже полезно. Вот, например, все, наверное, сейчас знают про такие тяжелые препараты, как альфа-ПВП и мефедрон. Эти вещества вообще очень опасны.
Потому что они очень доступны, они очень дешевые, и они синтезируются на коленке. В микролабораториях делают эти вещества синтетическим способом, то есть фактически получают химическим способом какие-то вещества, ну как это называется, молекулы, состав, сложный химический состав, который действует на тот или иной дофаминовый рецептор в организме. Вот. И если бы все было так просто, вот, допустим, ранее, понятно, здесь достать машины, ездят, и даже по этой улице уже машин сколько. Сейчас будем дворами лазить. Вот я свернул на улицу Карла Липкнехта в сторону Лидера. Короче, опасные были раньше наркотики, но они были более натурального происхождения, в плане натурального, то что они росли, цвели и так далее. Их-то тоже обрабатывали, получали из каких-то трав, еще чего-то. Но сейчас все стало дело еще хуже. Эти вещества изучили на молекулярном уровне, поняли, как работает у нас система дофаминовой дуги у человека и серотониновой рецепторы. То есть, если вы кто-то знаете, то у нас алкоголь действует на серотониновую дугу, все наркотики там, которые, да, они на дофаминовую дугу. То есть ломается и та дуга, то кто-то и с наркотиками, и с алкоголем. Но сейчас синтетика, вот это последние препараты, которые я вам назвал, они стали копеечные и не всегда чистые, и действуют сразу на два рецептора: и дофаминовый, и серотониновый, и зависимость от них в тысячи раз мощнее, чем да, от других препаратов там, или наркотиков. И люди подсаживаются. Мало того, что дети сейчас подсаживаются, а те, кто их распространяет, это вообще, я считаю, мрази этого мира. Ни на что не скупятся, лишь бы заработать копейку, которую опять же потратят на наркотики. Этих людей, я считаю, надо предавать смертной казни. Я потому что уверен, что они убьют. Я считаю так, что преступление должно быть наказуемо. Преступник не тот, кто потребляет, а преступник тот, кто это распространяет, тот, кто травит других людей, подсаживая их на наркотики. И это опасно. Это опасно, и я считаю, что самое лучшее — это смертная казнь вообще. Самая крутая, самая лучшая смертная казнь — это наказание для выродков, таких выродков в мире. Вот. Поэтому, ну, как бы на будущее, если вы видите, если вы знаете, пресекайте все это. Пресекайте такое поведение. Если вы видите распространителя, мочить его прям сразу на месте. Ну, я в смысле... Понятно, ну, в любом смысле, который вы себе можете представить. Водой мочите, в кавычках. Потому что эти ублюдки подсадят рано или поздно других людей, нормальных, детей, вашего ребенка может оказаться. Лучше вообще до следствия не доводить. Да, это, конечно, плохо говорить на камеру, наверное, но мы все это понимаем прекрасно. Даже если меня смотрят люди из правоохранительных органов, они тоже это прекрасно понимают. Понимают, насколько это опасно, насколько им потом заморачиваться с этим говном. Конечно, у нас тоже, если я скажу так, что не всегда чисты на руку бывают товарищи, которые хотят заработать немножко на этом. Соответственно, многие наркоманы чуть больше уровня, выше уровня, чем рядовые, откупаются бабками.
Понимаете, это круговорот получается. То есть производится вещество, наркоман садится на него, все, он уже не отвыкнет, никогда не бросит. Никогда. Единица. Но с тяжелых наркотиков не слазит. Это одна дорога в один конец. Поэтому, если уж на то пошло, они потребители. Потом заражают других. Другие начинают. Менты кого-то хватают, кого-то сажают для показательной порки. С кого-то берут деньги, которые зарабатывают более старшие. И все это в пропасть уходит, понимаете? А мне бы хотелось, чтобы мир был честный. Честный, чистый от этой грязи, от этого всего. И так, согласитесь, мы вот разговариваем по поводу продуктов, по поводу того, что у нас в жизни очень много всякой гадости, связанной с химической промышленностью, со всем. Там вещи даже какие-то бывают аллергенные, да. Атмосфера стала грязная, аллергенная. Стараемся как-то найти себя в более нормальном месте. Вот, например, я вот в Ейске переехал жить. Тут более комфортно, воздух и так далее, там подобное. Но так еще и вот это вот мировая мразь. Так, 4 наклейки. Давайте медведя приклеим. Медведя приклеим на забор. Вот здесь вот на синенький забор. Вот здесь будет у нас в уголке медвежонок. Вот так. Итого у нас 3 наклейки как раз хватит. Вот. Вот и хочется все-таки, чтобы у людей было светлое будущее, не мрачное, темное. Представляете, глазами наркомана даже солнышко, оно у него черное. То есть в его жизни уже радостного вообще ничего нету. То есть если мы с вами, кто пытается прийти к хорошему внутреннему состоянию, в том числе через спорт, через позитивное, правильное питание, чтобы, то есть, ну, там какого-то результата добиться, например, да. Даже просто выйдя на улицу, мы получаем позитив от того, что сон. Радуемся всему этому. Понимаете, да, я вот получаю настолько удовольствия просто идти по солнышку, там, кардио какой-то. Вот насколько чистый должен быть организм человека для того, чтобы все это вот так вот интерпретировать. То есть дуга дофаминовая и должна быть очень чистая для того, чтобы от таких маленьких вещей получать такое удовольствие. А у нариков у них нет такой темы. У них все черное, все серое, и только шприц с наркотиком, либо порошок, либо еще что, являются цветными, радостными вещами в их жизни. И они им доставляют большое удовольствие. Ну, на какое-то коротенькое время. Вот. Губят они свою жизнь, чужую. Да, блин, свою бы, да хрен бы с ним. Вы понимаете, на самом деле, конечно же, может быть, это эволюционные проделки. То есть там планета, она как дает знания, так и забирает. С точки зрения развития, да, дала возможность изучить молекулярную структуру и разработать какие-то сложные синтетические вещества. Ну, для чего? Для того, чтобы почистить генофонд, для того, чтобы эволюционно убрать зависимых и неконтролируемых людей с этой планеты. Вот. А человек — это такая бактерия, которая научилась обманывать природу и, видите, затаскивает в могилу своих собственных людей, свою собственную расу губит. Вот. Конечно, тут можно сказать тоже в оправдании, что
ну, человек, который там не захочет принимать наркотики, он не будет принимать их. Это правильно, это правда. Но подумайте, что если вы окажетесь вдруг в какой-то ситуации, сложной ситуации, в которой не вы будете выбирать, а за вас это сделают. Я думаю, что просто иногда люди не очень представляют, насколько страшны наркотики, насколько ломается человек с одной дозы от этих страшных синтетических наркотиков, когда даже не по своей воле человек попадает в ситуацию, и его накачивают. И все, они ломают ему жизнь полностью. Вот. Вон девчоночки идут. Видите, у них сейчас форма с этими в кроссовках. Это такая казачья форма. Это вот казачья школа справа от меня. У них казачья форма. Иначе брюки тоже казачьи. Вот эта школа. Ну, кто-то по форме ходит, кто-то не по форме. Вот у некоторых, вот смотрю, девчонки молодые, которые просто черные штаны, но они такие размахайки у них. Ну это уже не первый раз их вижу, они толстенькие, девочки такие. Идут, хавают подряд, все. Вот мне по поводу питания спрашивают, как не выполнять. Да блин, жрать не надо так. Они идут там, кто булку, кто шоколадку, кто что, вот прям на ходу. Во-первых, на ходу, как бы, да, пищеварение неправильно работает. Во-вторых, ну ты же идешь, ты вроде как это, думая о том, что ты там здоровьем занимаешься, кардио какой делаешь. Еще опять жрут. Ну вы так и будете толстыми ходить, пока не научитесь понимать колораж, профицит, дефицит и так далее. Ладно, если вот женщина, которая смотрит меня, задавала вопрос в комментарии, досмотрела до конца, я ей советую больше внимания уделять продуктам, которые она потребляет. То есть вот рекомендую скачать приложение очень хорошее, Колоризатор называется. Ну, он, по-моему, номер 1 вообще считается в этом плане. И вбивать туда продукты, которые она потребляет. И, соответственно, будет понимать, что она примерно в день съела. Вот. Там есть все. То есть можно найти всю информацию по продуктам, их калорийности. Рекомендую, очень пользуйтесь. Если найду, прикреплю ссылку в описании. Вот. Сегодня будет вам легкий путь собрать всех. Вот котеночка наклеил еще около станции. Идем дальше. И вам легче будет. Почему? Потому что если вы будете просто внимательно смотреть ролики, то вы по ходу сегодняшнего маршрута все уже соберете, даже не пройдя туда-обратно. То есть я, по сути дела, сейчас опять попал на улицу, по которой мы уже шли, и в каком-то другом месте наклеил. Вот. Фактически я сейчас, наверное, на солнечную сторону перейду, чтобы было все по-честному. Вот. Что-то у меня в носке натирает там. Никак не найду. Что-то иду, вроде вытряхнул, ничего нету. Вот. Договорил я, да, что там приложение прикреплю. Вы так и не обращайте внимания, я ролик веду там по 5 минут ровно. Там по 5 минут он, и могу заново чуть-чуть повторить что-то. Потому что иногда не с того места уже включаюсь дальше, потому что прошел. А иногда кто-то отвлекает потом, да. И пытаюсь вспомнить, о чем говорил, чтобы какое-то повествование было. Вот. Или логическая последовательность. Вот, у нас осталось с вами всего 2 наклеечки, которые мы прилепим по ходу. Только у меня куда-то маленькие еще делись. Вот у нас какая-то непонятная надпись. Элефант, этот слон. И цыпленок, и сердечко. А где-то еще сердечко было. Оно, наверное, где-то в кармане склеилось или отвалилось, потерялось. Не, на мне ну ладно. звонила, И 2 там сердечка было. Звонила
А вот она в кармане. Вот она. Я вот сюда прикреплю. Оп. Но это не является стикером, сразу скажу. Это просто так промежуточный какой-то элемент, который был здесь. Вот тут еще номер. Номер склеим. Оп. Номер склеим и сердечко еще одно наклеим вот здесь. Оп. Все, у нас осталось 2 этих. Их где-нибудь наклеим потом. Вот. Игра простая. Играйте и выигрывайте. И заодно прогуляетесь. Так, я уже прошел сегодня 9100. Вот. Причем, кстати, у меня в телефоне, на айфоне, там стоит какой-то свой одометр или чего там. Как это называется? Не одометр, а шагомер. И он как неправильно фиксирует. Вчера, допустим, зафиксировал 12 тысяч почти шагов на часах. Они же верно меряют. А на телефоне почему-то у меня всего было 6800, там что-то такое. Не знаю, с чем это связано. Ну, наверное, может быть из-за того, что у меня телефон в рюкзаке лежал. Не мерил. Хотя вот тут в кармане лежит, а меряет. Не знаю, короче. Я еще просто в приложении играю, в ВКонтакте. Там шаги. Сколько за день шагов. Там, короче, какие-то акции за поддержку зеленой зоны, еще что-то, короче. Потом вам расскажу подробнее. Травку. Дождик был. Вот. Сейчас посмотрим, сколько у меня приложений на айфоне. А где это папка здоровья или что там должно быть? Фитнес. Ну вот. А здесь он насчитал 7567. 5,7 километра. Ну, я даже вам по карте промерял, там расстояние намного больше. Вот. Поэтому получается, что он неверно считает. Мы сделаем следующим образом. Мы в приложении потом просто возьмем и его телефон iPhone как основное устройство. Опять мне пишут, звонят. Жена опять пишет, 5 минут прошло, все. Куда делся? Когда приучаешь людей на связи постоянно быть, все начинают потом психовать, нервничать. А что ты не написал? То написал я. Короче, потеряла. Я домой иду, мне надо дела делать. Да, вот такая погода, это класс. Кстати, я забыл сказать, что я все-таки, вот мы мимо ЦС проходили, я заказал лестницу. Вчера что-то пришел домой. Ну, я там узнал, 12 тысяч стоит лестница 6-метровая. 12 тысяч складная. Но она складная, большая, мне некуда ее хранить, неудобно будет. Телескопическую я не хочу. В интернете есть телескопические. Что-то у меня подозрение к ним. А еще есть просто складные. Складные вот нормально. То есть я там вчера заказал 4-секционную лестницу в интернете. Обошлась она мне сейчас по Черной пятнице 8800, что ли, 8 с копейками. Я что-то там еще заказал. Спрей для пропитки, для одежды, чтобы не промокало, для обуви. Ну, короче, будем считать, 8,5 обошлась она мне. У одного заказал, там потом дальше в корзину перехожу, смотрю, 800 рублей доставка. Значит, в пункт они не приносят, в пункт не привозят самовывозом, да. Ну, я так посмотрел, она весит, там 18 килограмм, думаю, донесу. В пункт не доставляют. Домой доставка получается 800 рублей. Думаю, да пошли его в зад. Сад.
Я всегда пункт выдачи заказываю, чтобы не пешочком прогуляться туда. Вот. Блин, пошел на свою улицу, а там... все нормально. Короче, заказал я 8,5 тысяч. Доставят на дом. Все, завтра привезут. Завтра я, может быть, ролик сниму, как я полезу по этой лестнице. Опасно будет. И сделаю заглушку, с которой вода льется, мне барабанит по крыше. И наконец-то будет тишина и спокойствие в душе. Ладно, мы уже почти скоро пришли к дому. Смысл дальше ролик нету затягивать. Во-первых, мне все это обрабатывать, ребята. Давайте я сейчас еще наклею 2 наклеечки. Одну вот такую со слоником. Давайте слоник напоследок. Одну вот такую я наклею. Вот так вот. У дома вот этого. Это этот какой цыпленочек. Вот. И одну наклейку наклею. Сейчас вот свернем на улицу Кропоткина. Вон мусор кто-то убирает. Тут столько мусора было, пипец. Вообще ряд вот такой выложили мусора. Неделями убираются. Вот. Так, пойдемте по солнечной стороне. Вон люди мешками таскают туда. Выбрасывают. Вот. Вот здесь на улице Кропоткина. Давайте я вам наклею еще. О, классный вот этот. Так, у меня осталось чуть-чуть времени. Давайте от слоника вот здесь где-нибудь наклею. Вот здесь в уголочке. Вот тут в уголочке, на углу дома слоник будет. Все, бумажка пустая у нас. 12 наклеек расклеено. Я уже даже, кстати, сам не помню где. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, присылайте, подписывайте, пишите в комментариях, кто нашел. Пишем: я нашел разбойника. Все. И переходите в Телеграм или ВКонтакте и под одноименным видео присылаете фотографию с этого места. Прям берете, фотографируете покрупнее, чтобы слоник был, и там какое-то место, где я прилепил. Я помню, какое место. В общем, и присылайте. Всем пока-пока, ребят. Ваш Ейский Citizen.